В 2024 году Национальная хоккейная лига продемонстрировала впечатляющий рост стоимости большинства клубов. По данным Forbes, средняя стоимость клубов увеличилась на 44%, достигнув 1,9 миллиарда долларов. Вы на канале Где моя клюшка, чувак? Сегодня мы с головой погрузимся в то, как делает деньги лучшая лига мира, как НХЛ наращивает доходы и привлекает еще больше людей на трибуны. Подписывайтесь на канал, все наши соцсети в описании, а мы с вами начинаем. Неделю назад вышел большой материал от Forbes, где они максимально подробно рассказали про то, как развивается современная НХЛ. И вот что меня лично впечатлило. НХЛ самая успешная лига по темпам роста в Америке. А тройка лидеров выглядит следующим образом. НХЛ 44%, НБА 15% и НФЛ всего 11%. Роста по соотношению с предыдущим сезоном. И тут вы возразите, мол, конечно, НХЛ в процентах растет быстрее, ведь ее стоимость изначально была значительно меньше. Да, и будьте правы, но лишь частично. Возьмем, например, МЛС, футбол, чья общая стоимость в разы ниже той же самой НБА. Выросла всего на 5%, так что дело точно не только в этом. Да и к тому же на дистанции даже в 5 лет НХЛ остается на первом месте. Рост составляет 187%. Так что же здесь способствует такому феноменальному развитию лиги? Во-первых, это рост доходов идет за счет посещаемости. В сезоне 2023-2024 рекордные 22,9 миллиона зрителей. Продажи билетов плюс 6%, превысив 1,8 миллиарда долларов. Если рост посещаемости в предыдущих сезонах можно было списать на появление новых клубов в НХЛ, то сейчас точно нет. Здесь что-то другое. Арена того же Сиэтла, каждый матч, абсолютно каждый, заполняется на 100%. В среднем же по лиге этот показатель составляет 97% по всему сезону. В этом плане с КХЛ сравнивать бессмысленно. Да, мы тоже начинаем проводить эти классические американские ивенты, предыгровые шоу. В целом начали больше уделять внимание работе, взаимодействию с болельщиком, создаем фан-зоны, классно, что мы тоже развиваемся, но до НХЛ нам, конечно, далеко. А вообще тема американского боления, посещаемости матчей в НХЛ — это 100% тема для отдельного ролика. Если вам интересно, то пишите в комментариях, обязательно сделаем. Второй факт, из-за которого растет стоимость клубов, это рост доходов от VIP-лож и клубных членств. Кажется, что это что-то мелкое, да, окей, на стадионе 50-100 VIP мест, какой доход можно с этого получить? Тогда сейчас я вас точно удивлю, в среднем клуб НХЛ на продаже премиум мест, тех же VIP-лож, создает порядка 17% всего своего дохода за сезон. И в прошлом сезоне эта статья доходов увеличилась на 13%, превысив 1,2 миллиарда долларов. В целом в мире сейчас такие тенденции, при которых современные спортивные стадионы отходят от концепции большого количества стандартных VIP-лож, создавая более разнообразные и эксклюзивные премиум-зоны. Приведу пример из баскетбола. На новой арене Лос-Анджелес Клиперс только 46 VIP-лож, тогда как на старой арене Crypto.com было 170. Вместо лож появились закулисные бунгало, частные беседки под трибунами и Lexus Courtside Lounge, позволяющий фанатам видеть игроков перед матчем. Такие сезонные абонементы в премиум-клубы стоят от 25 до 35 тысяч долларов. И этот подход бесспорно позволяет зарабатывать больше. Что еще есть на этой арене? Интерактивное игровое табло, Hello-Bot, трибуна-стена, где болеют исключительно стоя, плюсом все места оборудованы игровыми панелями и 1400, мать его, туалетов. Ну это просто рай какой-то. Вот, ребята, как нужно работать с болельщиками. Просто представьте, десятки лет в обиходе был всего один вид так называемых VIP-мест, а разброс в доходах у рядом сидящих граждан мог значительно отличаться. Сегодня же подход кардинально изменяется. У тех же Clippers, которых я упомянул ранее, теперь 13 сегментов мест премиум-класса, чтобы каждый фанат нашел то, что действительно ему по нраву. А главное, по карману. Ты хочешь где-то полежать, выпить или расслабиться, вот тебе бар на 20 мест, где ты можешь классно провести время с друзьями. Ты фанат, который искренне мечтает прикоснуться к любимому игроку и взять его автограф. Вот тебе лаунж от Lexus, где ты можешь увидеться с игроками перед матчем и перекинуться с ними парой слов. Ну и так далее. Я думаю, вы поняли концепцию.
То есть раньше комфортные условия создавались только для двух полярностей людей, приходящих на спортивные стадионы. Те, кто просто хочет выпить пиво, и те, кто пришел выпить вина и съесть лобстера. Теперь же спектр охвата будет гораздо обширнее. Есть ли такие примеры в хоккее? Я скажу вам, да. Есть. Calgary Flames к началу сезона 27-28 планирует достроить свою новую арену, где также по плану будет сокращение VIP-мест с 80 до 54. Уже сейчас премиум места в НХЛ приносят порядка 17% дохода всего клуба, когда обычные места около 27%, а в будущем, я думаю, доход с премиум мест и вовсе догонит доход с обычных. Следующая статья дохода — это, конечно, увеличение спонсорских контрактов и рекламы. Доходы от региональных спонсорских контрактов и рекламы по соотношению с прошлым сезоном выросли на 19%, превысив $900 миллионов, а количество спонсоров НХЛ достигло 74 брендов, установив новый рекорд. В сезоне 22-23 в НХЛ появилась реклама на джерси, сразу записываем это плюсом в статью дохода. Но то, что вас точно удивит, это шикарная технология DETS. На русский лад это что-то типа стереть и заменить. Это виртуальная реклама на бортах, которую видят только телезрители при трансляции с главной камеры на арене. Я думаю, вы понимаете, какие это возможности, зная, как американцы любят собирать всеразличную статистику о людях, о командах. Данная технология позволит им максимально точно подстраиваться под конкретного зрителя в онлайне и показывать ту рекламу, которую они хотят видеть. За один матч появляется до 120 реклам. Но не забывайте, что и старая оффлайн реклама на бортах никуда не пропала. Ее мы будем видеть на крупных планах по телевизору, но болельщики на трибунах вообще не заметят никаких изменений. Вот такой интересный доп. Заработок. А уже в следующем выпуске предлагаю рассмотреть то, как работают с болельщиками КХЛ, какой опыт ребята переняли удачно, а какой не очень. А возможно вообще что-то сами придумали. Если вы тоже считаете, что это интересная идея, ставьте лайк, пишите комментарии, обязательно сделаем. Кстати, актуальная стоимость всех клубов НХЛ со ссылкой на исследование от Forbes я опубликовал у себя в телеграм-канале. Ссылка в описании, QR-код на вашем экране. Переходите и подписывайтесь. Вот таким получилось это видео. Спасибо за просмотр. Хочу напомнить, что мы выходим не только на YouTube. Все ссылки на наши соцсети в описании. ВК, Телеграм, Яндекс.Дзен, все, что вашей душе угодно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и до встречи.